Приветствую вас на канале Алена и Мия. В сегодняшнем видео по ниткотерапии у нас лопапейса. Лопапейса – это традиционный исландский бесшовный свитер из шерсти с характерной круглой кокеткой, украшенной орнаментом, расходящимся от горловины. Буквально переводится как свитер из шерсти лопи, а лопи – это особая шерсть местных исландских овец. Свитер вяжется снизу вверх, используется жаккардовая техника и стал он национальным символом Исландии. В сущности, лопапейса – это не просто свитер, а часть исландской культуры, но сейчас ее вяжут по всем мире. Чтобы использовать отечественную шерсть, в середине 20 века было придумано лопапейса. Скорее всего, стиль заимствован из национальных костюмов гренландских женщин. Свитер носят как дети, так женщины и мужчины. И я же свою лопапейсу связала сверху вниз, и вообще сегодня будет много исключений из правил. Поделюсь с вами своей техникой вязания свитера, расскажу, как делала расчеты, почему перевязывала по несколько раз. Сделаем с вами двойную горловину, покажу, как делать кетлевку, кратко покажу технику вязания жаккарда, как читается схема жаккарда, свяжем круглую кокетку и азиатский анатомический росток. Рассмотрим, чем отличается азиатский росток от азиатского анатомического. Да, кстати, в комплекте к моей лопапейсе я еще связала вот такую вот шапочку, мастер-класс по которой выйдет в следующем видео. Это вам уважительная причина, мои девочки, чтобы подписаться. Ну и, конечно же, мне от этого будет приятно. Первое, что необходимо сделать, это снять замеры из вашей модели. И я же вязала мужской свитер, потому покажу, какие замеры я себе делала. У меня у модели обхват головы 60 сантиметров, обхват шеи 55 сантиметров, высота от плеча до подмышек 25 сантиметров, полный обхват плечей 135 сантиметров, обхват груди 122 сантиметра, обхват руки 41 сантиметр, талия 117 сантиметров и обхват бедер 117 сантиметров. Также длина рукава от плеча 63 сантиметра, длина от подмышки до бедер 50 сантиметров, высота от плеча до бедра 72 сантиметра. Забегая наперед, размер готового изделия по ВТО. Итак, вот моя кокетка, и длина самой кокетки 27 сантиметров. От подмышки вниз 48 сантиметров у меня вышло. Ширина резинки 47 сантиметров, а ширина самого свитера 61 сантиметр. Вот в этой области и в области груди 61 сантиметр. Дальше длина рукава от подмышки 48 сантиметров. Ширина резинки рукава 80 сантиметров, а сама ширина рукава 21 сантиметров. Ну и длина полная рукава 74 сантиметра. А длина целого свитера 73 сантиметра. Вторая необходимость – это вам нужно измерить плотность вязания, сделать лоскуток из пряжи и померять, сколько в 1 сантиметре рядов и петель. Ах да, помните, что этот образец обязательно сначала нужно постирать, а потом только делать замеры. Образец связан спицами номер 4 из одной нитки дропса и одной нитки мохера. Следующую минутку видео покажу обзору пряжи и инструментов, а также расскажу, сколько чего нам нужно. В качестве основной нити я брала Drops Lime Mix. Здесь продуцент нам предлагает вязать спицами номер 4. Здесь в 50 граммах 100 метров. Состав 65% шерсти, 35% альпаки. Цвет серого 90-15. Ниточка вот такая вот, она слегка пушистая, но так легонько-легонько. Я брала цвет вот такой вот белый, это цвет 1101. Цвет рыжий – это цвет 0707.
Дальше цвет черный. Цвет черный я брала Каризма, потому что у меня он остался. Здесь все точно так же. Спицы номер 4, 50 грамм 100 метров. Просто состав 100% шерсть. Этот моточек по сравнению с лаймом немножечко пожестче. Ну и что касается мохера, вот этот вот мохер. Здесь моточки 40 грамм 300 метров и состав 20% шерсти, 60% мохера и 20% акрила. Рыжий цвет, белый и черный я купила по одному мотку. У меня, в принципе, больше, чем по половине мотка осталось. Серый же вот этот вот мохер здесь немножко отличается. Здесь 50 грамм, 480 метров и состав 70% мохера, 20% шерсть и 10% антипилинговое волокно. Этого моточка у меня пошло 2,5 серого. Что касается расхода дропса, то рыжего у меня пошло 2 мотка, белого 1 моток неполный, серого 16 мотков и черного неполных 3 мотка. Мохера же по мотке рыжего, белого и черного и 2,5 мотка серого. Что касается инструментов, то я пользовалась вот этим вот набором. Размер спиц от номера 3 до номера 4,5, а также чулочные спицы номер 3 на резинку рукава. Леска тоже длиной 40 сантиметров и 80 сантиметров. Очень мне пригодились вот эти вот чехлы для пряжи, поскольку я вязала в 2 нити, и мохер он такой цепляется один к другому, очень было удобно. Я слаживала один моток дропса и один моток мохера в эту портативную сумочку и вытягивала по 2 нитки и себе вязала. Классно и удобно, очень вам советую. Стоит копейки. Я, по крайней мере, купила их за, по-моему, 3 злотые за вот такую вот сумочку. Вот эта зеленая была подороже, но это было очень удобно именно в работе с разными цветами, потому что в одном ряду иногда было даже по 3 цвета. На серую у меня не хватило, она основная, потому я вязала серую просто без вот этих вот сумочек портативных. Вот, и в такой вот способ, и это меня спасло, нитка вообще практически не путалась, потому что не было такой возможности. И совет, если будете пользоваться такими чехлами, то вытягивайте нитку со серединки. Ну и теперь начинаем вязать. Постарайтесь быть терпеливыми и внимательными, поскольку информации очень много. Я уверена, что у вас все получится. Начнем с горловины. Я пробегусь быстренько по теории, поскольку у меня есть видео, где подробно показана двойная горловина вместе с кетлевкой. Так что перейдите по ссылке, которую видите на экране, будет внизу под описанием. А сейчас я так вкратце вам постараюсь рассказать, как вязала эту двойную горловину. Чтобы наша горловина пролезла через голову, за основание берем обхват головы. У меня 60 сантиметров. Плотность моего вязания в 1 сантиметре 2 петли. То есть 60 сантиметров я умножаю на 2, у меня выходит 120 петель. Вот 120 петель я набираю на дополнительную нить. Провязываю спицами номер 3,5 7 рядов или же 2,5 сантиметра. Затем сменяю спицы на номер 3, вяжу 2 сантиметра и снова вяжу спицами 3,5, 2,5 сантиметра. В итоге целая резинка у меня вышла 7 сантиметров. Если мы ее поделим на половину, то есть сложим в 2 слоя, у нас горловинка выйдет размером 3,5 сантиметров. Затем соединяем наши петельки, нижние и верхние слоя горловинки, как бы сшиваем их, грубо говоря, спицами и делаем кетлевку. В итоге у нас горловинка 120 петель вышла вместе с кетлевкой 5 сантиметров шириной. И благодаря смене спиц с 3,5 на спицы номер 3 у нас горловинка будет сужена, как бы анатомическую форму держать. И она будет сужена ближе горла и расширена ближе грудной клетки. И теперь краткая практика. Кто новичок, обязательно перейдите по ссылке и вяжите горловину в отдельном видео, где все поэтапно показано. Вот смотрите, на дополнительную нить, на спице 3,5, крючком 3,5 я набираю 120 петель в такой вот способ. Воздушная петля. Вот. Подтягиваю ее.
И на спице с помощью крючка на дополнительную нить я набираю петли. Кто-то спрашивал, зачем? Так легче их распустить и набрать на спицу для соединения горловины одной части со второй. Затем присоединяю нить основного цвета и вяжу все петельки лицевыми за переднюю стенку. После чего этими же спицами 3,5 я вяжу, вот, смотрите, 2,5 сантиметра, 7 рядов, резинка 1 на 1. Затем сменяю спицы на спицы номер 3, продолжаю вязать спицами номер 3, 2 сантиметра, также резинкой 1 на 1. После снова меняю спицы на 3,5 и вяжу 7 рядов или же 2,5 сантиметра резинкой 1 на 1. В итоге моя резинка, видите, вот края резинки связаны спицами 3,5, а серединка резинки связана спицами номер 3. Вся длина резинки у меня 7 сантиметров. При сложении ее на половину она, соответственно, будет 3,5 сантиметра. И обратите внимание, вот благодаря смене спиц у нас край резинки, который ближе к шее, будет более такой вот сжатый. Вот, сложенная резинка 3,5 сантиметра. Затем снимаем дополнительную нить и вместо нее одеваем спицы. Так, и что мы делаем теперь? Теперь вот у нас основная нить, основные спицы, вот снятая дополнительная нить. И теперь формируем двойную горловину. То есть вот низ нашей горловины мы как бы заворачиваем внутрь. И у нас петельки получаются на 2 спицах. И мы их просто-напросто соединяем, провязывая лицевые с лицевыми, изнаночные с изнаночными. Сейчас кратко все покажу. Для новичков, повторюсь, отдельное видео, где все поэтапно показано. Вот смотрите, изнаночную петлю мы перебрасываем на нижнюю спицу и вяжем 2 петли с верхней и нижней спицы изнаночной. Лицевую же петлю мы перебрасываем на верхнюю спицу и вяжем 2 петли лицевые лицевыми. Обязательно смотрите, чтобы петельки не были перекрученные. Вот мы соединили наши петли нашей горловинки. Так, вот двойная горловина уже у нас сформировалась. Вяжем один ряд лицевой и меняем спицы на номер 3. Начинаем вязать кетлевку. Первый ряд — это увеличиваем наши петли в 2 раза. Как мы это делаем, быстро покажу. Еще раз повторюсь, все есть в отдельном видео. Вот смотрите. Из косички предыдущего ряда мы ее поднимаем. Вот так вот. Видите, вот косичка предыдущего ряда. Мы стенку вот этой вот косички поднимаем и провязываем ее изнаночной. Вот в такой вот способ. А саму лицевую, саму петельку этой косички мы снимаем, не провязывая. Второй и четвертый ряд кетлевки вяжем так. Изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую вяжем лицевой за переднюю стенку. Третий, пятый ряд кетлевки вяжем наоборот. Изнаночную петлю провязываем изнаночной бабушкиным способом за переднюю стенку. Вот так вот. Вот. Лицевую снимаем, не провязывая нить за работой. Шестой ряд кетлевки вяжем 2 петли вместе, лицевую и изнаночную, лицевой за переднюю стенку. Таким образом возвращаем исходное количество петель. То есть из 240 у нас обратно возвращается 120 петель. И все это, повторюсь, вяжем спицами номер 3. После чего меняем спицы на наш основной размер спиц, которым мы вяжем изделие, то есть спицы номер 4,5. И после кетлевки спицами номер 4,5 вяжем один ряд все петли лицевыми за переднюю стенку, поскольку вяжем изделие по кругу. И теперь смотрите,
После того, как провязали один ряд все петли лицевыми с серой нитью, уже добавляем черный цвет, соответственно, нашего рисунка. Начинаем вязать жаккард в нашей лапопейсе. Перед началом вывязывания жаккарда возвращаемся к нашим расчетам. Посчитаем, сколько петель у нас выйдет после вывязанного нашего жаккарда и хватит ли нам его на размеры нашей модели. Важно помнить, что раппорт узора начинается из 3 петель, а закончится 8 петлями. Я покажу на примере своих размеров, а вы сделаете точно так же на примере своих. Итак, смотрите. Объем груди моей модели 122 сантиметра. Объем руки 41 сантиметр. В 1 сантиметре 2 петли. То есть 122 сантиметра туловища мы умножаем на 2 петли, будет 244 петель. 41 сантиметров умножим на 2, будет 82 петли нам надо набрать на рукав. 244 плюс 82, 326 петель. Плюс по 15 сантиметров я додаю на свободное облегание. То есть 15 умножаю на 2 петли, 30. 30 петель мне нужно будет додать до петель туловища, плюс 30 петель до петель рукава. В итоге должно выйти 386 петель. Сейчас у нас на спицах 120 петель. 120 плюс 40 умножаем на 5, будет 320. Почему 40 умножаем на 5? Потому что у нас с вами раппорт узора нашего это 3 петли. 120 мы делим на 3, выходит 40 узоров. И согласно рисунка нашего жаккарда, то мы 5 раз будем увеличивать петли. То есть, поскольку у нас 40 узоров, то 40 умножаем на 5. Но наш узор в конце заканчивается раппортом 8 петель. И мы наши петли, которые у нас получится 386, поделим на 8. У нас выйдет 48 и немножечко наших раппортов. То есть я с этого взяла, что мне нужно не 40 раппортов, а 50 раппортов. И выходит на то, что у меня маловато петель для того, чтобы в конце, после моей кокетки, получилось такое же количество, которое необходимо для моего размера. Потому, чтобы мне изыскать 50 раппортов, в таком случае мне нужно добрать 150 петель. И, соответственно, смотрите, 120 у меня есть, 150 должно быть. И я сделала так. Вязала 4 петли, пятую добавляла. То есть после горловины я себе добавлю еще после каждой 4 петли, сделаю накид. Накид я буду делать, вывязывать, то есть поднимать петельки, чтобы не было дырочки, чтобы в итоге у меня на спицах оказалось 150 петель перед началом вывязывания кокетки. Итак, привязываем черную нить, потому что такой цвет у нас по рисунку. И вяжем так: 4 петли лицевые, пятую петлю поднимаем из петли предыдущего ряда, из протяжки предыдущего ряда, вот так вот. И вяжем ее скрещенной лицевой за заднюю стенку. Видите, чтобы она вот такая перекрещенная была. Лицевой снова 4 петли лицевые, пятую петлю, вот, пятую петлю поднимаем из протяжки. Вот такой вот способ. Вот так. Вот. И таким образом мы вяжем до конца ряда. 4 петли лицевые, пятую поднимаем из протяжки. И у нас получится из 120 петель в конце ряда 150. Вот, видите, следующий ряд мы вяжем 150 черными все петельки. Потом провязываем, вот здесь я провязала следующий ряд серая, черная, серая, снова серая, черная, серая. И следующий ряд хочу вам показать, потому что здесь петельки увеличиваются. Вот смотрите,
Во-первых, показываю вам, как я вяжу. Жаккард можно вязать в разные способы. Я знаю 4 способа, когда-то вам покажу все. Можно из 2 рук, можно перебрасывая. Я вяжу вот так вот. Ниточку залаживаю так, как бы вязала в 2 нити, и между ними просаживаю большой палец. И вот смотрите, что мы делаем. Вот у нас петелька из ниоткуда, и мы ее вяжем точно так же из протяжки. Вот, точно так же скрещенной лицевой из протяжки. Дальше по рисунку у нас серый цвет, я вяжу серый. Черный, я вяжу черный. В этом свитере я вяжу жаккард с протяжками. Но в некоторых рядах есть так, что, например, 7 петель одного цвета и 1 петля другого. То есть протяжка очень большая. И я вам покажу, что я делаю в таких случаях. Но это все постепенно. Вот, видите? Смотрите, мы сейчас с вами вяжем. Вот, видите? И у нас серая петелька из протяжки. Вот, мы ее достаем, грубо говоря, из ниоткуда. Вот. И вяжем лицевой за переднюю стенку скрещенной, чтобы не было дырочки. Вот так вот. И потому у нас на нашем изделии, на полотне не видно будет, где были накиды, где мы поднимали петельки. И дальше все вяжем по рисунку. Серый цвет — это серая нить, черный цвет — это черная нить. Вообще хочу остановиться немножечко. Следующая минутка будет посвящена жаккарду. Как читать рисунок. Вот смотрите, я использовала материал из журнала Ридари. И здесь все написано, какой размер, какие петли брать. Единственное, здесь указано свитер, так как он, в принципе, в идеале должен вязаться снизу вверх. А я вязала, наоборот, сверху вниз. И смотрите, полностью пользовалась вот этой вот схемой. Но по схеме я ее поменяла. Мне так было легче. Сделала схему цвета, которые я буду использовать. То есть у меня серый, черный, белый и оранжевый или рыжий. Желтый цвет — это нет петли. Вот я показываю, где нет петли. Видите, в этом ряду мы с вами будем вот добавлять петельку из протяжки. То есть вяжем сверху вниз и добавляем петельки из протяжек. Также хочу показать, как читается, если вы хотите, например, я вязала на размер XL, подойдет на 2XL. Но если вы хотите вязать на размер, например, S, M, на маленькие размеры, то в таком случае, смотрите, вот на вот этом вот рисунке все показано. Там показано рисунок и, например, написано, здесь сейчас я переверну, я себе перевела на родном языке, на украинском. Вот, и по вот этой вот схеме, которую перевела на украинский язык, я и пользовалась. И вот видите, здесь есть так, наш рисунок, и возле каждого ряда что-то написано. И здесь будет, например, пропустить для размера 44, 48, пропустить для размера там 46. То есть, если написано пропустить, значит вы вот этого ряда просто-напросто пропускаете, его не вяжете, вяжете следующий. Те ряды, которые указаны на схеме, что их можно пропустить для разных размеров, они, в принципе, и так видимые, видите? То есть они будут такие самые, просто протянутые. И не бойтесь, сам рисунок абсолютно не изменится, если вы, например, будете вязать на размер меньше. То есть он будет более такой вот сжатый и, мне кажется, более красивый. Поскольку я вязала на большой размер, один из самых больших, то я вязала все. А вы здесь вот пропустить для размера 44. Видите? То есть все размеры, все петельки вам показано, сколько у вас должно остаться петель. Вот, пропустить для размера 44, 46, 48. Видите? То есть для меньших размеров вы пропускаете вот здесь вот строчки. И можете себе вязать спокойно точно таким же узором. Он есть в интернете. Я его сброшу, фотку вот эту вот переведенную на украинский язык, сброшу вам ее в
группе в моей на Фейсбуку. Кто еще не заходил, не подписался, можете зайти ко мне на страничку здесь в Ютубе, и там есть ссылка на эту группу. Можете использовать, то есть, еще раз повторю, здесь указано, что свитер вяжется снизу вверх, можете тоже, в принципе, так делать. Но мне удобнее было сверху вниз, я вязала без единого шва, потому пользовалась именно вот этой вот схемой. Ну и кого заинтересует схема, которая подходит на размер XL до 2XL, то вот я вязала вот так вот сверху вниз, справа налево. Вот. Цвета мои, вы себе можете, например, цвета свои указать, чтобы вам не путаться. И вот здесь вот смотрите, 4-й ряд мы с вами уже связали. Я показала, откуда берется вот эта вот ступенечка, то есть петля, которой нету. Мы ее с протяжки берем. Ну и я думаю, теперь по расчетах вам будет понятно, что, видите, 5 раз, у нас 50 раппортов, так, у нас 50 раппортов, и мы 5 раз будем поднимать петельки. То есть наши петли после каждой вот этой вот ступеньки, количество петель у нас будет увеличиваться. И наша кокетка после каждого набора будет расширяться соответственно. Вот я схематически изобразила, как будет происходить расширение и сколько петель у нас будет добавляться каждый раз. Вот смотрите, у нас в начале 150, после каждой добавки у нас увеличивается по 50 петель. То есть в конце, когда мы вывяжем вот эту вот кокетку с жаккардом, у нас должно получиться, в моей ситуации, 400 петель. Так, вот смотрите, теперь остановлюсь на вывязывании жаккарда. Вот я уже провязала, вот смотрите, мои ряды, вязала белый цвет, уже видно, видно хорошо рисунок. Вот наша двойная горловинка, кетлевка, вот так вот на изнаночной стороне выглядит, все аккуратно. Здесь брошу ставку, уже 36 ряд вяжу, то есть уже оранжевая нитка увязана. И вот посмотрите, так вот выглядит наш орнамент. То есть с каждым разом, понятное дело, что будет все более и более виден рисунок, и я думаю, у вас еще больше азарта будет и желание вязать, когда вы будете просматривать уже рисунок. Еще помните, ваш жаккард должен растягиваться практически так же, как растягивается обычное полотно. Вот, видите? Это значит, что жаккард связан правильно, не может быть стянутый. Видите, у меня вот жаккард с протяжками. Да, кстати, кто не любит котов, можете перематывать, потому что кто-то писал, вы ее закройте. Нет, я ее не буду закрывать. Она моя помощница, она моя капелька счастья. Так что кототерапия. Так что, девочки, извините, но кошка это любимка. Вот. Что касается жаккарда, еще раз возвращаюсь, помните о том, что вы немножечко даже в натяжку его вяжите, чтобы жаккард ваш не был стянутым, иначе изделие будет некрасивое. Теперь, девчоночки милые, ни в коем случае не навязываю свою технику, просто с вами делюсь, как я вязала, и покажу несколько примеров. Вот смотрите, 17 ряд, здесь одна рыжая, одна черная, 3 рыжие и черная. То есть здесь переплетаются разные цвета очень часто, и я делаю жаккард с обычной протяжкой. Вот такой способ. Беру нитку на палец, как бы я вязала в 2 нити, вот так вот, но большой палец я ложу между одним и вторым цветом. Вот. Есть много методик, я постараюсь вам когда-то сделать видео. Я вязала 4 методиками жаккард, и с протяжками, и с 2 рук, и с перебросом нити. Но мне больше всего и быстрее нравится вот такая вот методика, которой хочу с вами поделиться в этом видео. И смотрите, если я вяжу с протяжкой, то делаю так. Все равно какая нить спереди или сзади, если вяжешь с протяжкой, то просто она должна быть на пальчике натянута, так легче. И вот смотрите, согласно рисунку я вяжу одну нить рыжую, дальше одну нить черную, просто с пальца снимаю вот нить, видите?
Дальше 3 рыжие. И просто провязываю 3 рыжие нитки. Не делаю быстро, чтобы было новичку тоже понятно. 3 рыжие. Дальше по рисунку у меня 1 черная. Вот, и я ее так и провязываю. Вот 1 черная. Такой вот способ. И у меня с обратной стороны будет протяжка. То есть вот эта вот ниточка, я провязала 3 рыжие между черными. И у меня черная нить будет протянута с обратной стороны. Видите? Чтобы еще ее использовать вот в последней. И дальше снова то же самое вяжем. 1 рыжая, 3, 1 рыжая, 1 черная, 3 рыжие и черная. То есть вяжем все точно так же по рисунку. Сейчас второй рисунок я вот провяжу. Дальше 3 рыжие. 1, 2, 3. И черная. То есть вот 2 раппорта я вам 17 ряда провязала. Видите? Если перевернуть ее на обратную сторону, то там будет протяжка черной нити. Вот, видите? Черная нить, она у нас такая вот протяжка получается. Таким методом можно вязать в ситуации, когда один цвет со вторым очень часто переплетается. То есть максимально, например, там 5 петелек, и ты меняешь уже другой цвет. Но в жаккардовых рисунках есть такие ряды, когда, например, вяжешь там 10 петель одним цветом и только 1 петельку добавляешь другим цветом. В этой ситуации, смотрите, другое правило. Я вяжу точно так же, делаю на палец вот нити, но спереди первая нить всегда того цвета, которого больше всего. Вот у меня в данной ситуации рыжего больше, чем черного. И я ее вяжу вот так вот. 1 петельку вяжу как бы над черной, видите, и она у меня будет смотреть в другую сторону. Вторую петельку я рыжей вяжу под черной, то есть таким образом я вот эту черную ниточку как бы прячу под рыжей, и нету протяжки, вообще ее нету. Видите, теперь снова над. Если бы была 4-я, я бы вязала ее под черной. Так, но у меня только 3, потому я вяжу вот черную. И обратите внимание, видите, здесь нету протяжки, просто такая вот петелька. Мне очень удобно вязать таким вот способом. Сейчас покажу вам на рисунке. Вот смотрите, видите, вот, например, здесь 5 и 1. То есть здесь еще можно с протяжкой вязать, здесь можно с протяжкой, но уже дальше, вот, например, 33-34 ряд. Видите, здесь очень много рыжих и только 1 черная. И ваша протяжка будет очень большая. Потому покажу вам еще, вот, к примеру, 39 ряд. Да? Здесь 1 рыжая, 3 черных, 1 рыжая, 3 черных. То есть, как видите, черных здесь больше, потому я первой даю цвет черный. Видите? Вот. Вот так вот на пальчик как бы вяжу в 2 нити, но между ними большой палец укладываю, вот, чтобы было пространство между ниточками. И безымянным и маленьким пальцем придерживая эти нити, чуть-чуть натягивая мое полотно. И буду вязать, вот смотрите, у меня черная, я ее вяжу вот так вот. И обратите внимание, что петелька будет в обратную сторону смотреть. Об этом тоже сейчас вам все расскажу. Черная. Теперь так, теперь делаем вторую черную под низом. Первая была сверху, вторая снизу. То есть мы рыжую нить обволакиваем снова 3-я черная. Оп, вот так вот. Видите, протяжки у нас нету. Вот, видите, нету протяжки. То есть вот есть протяжка, я вам показывала пример, она осталась. Здесь протяжки нету. Минусом этого метода есть разнообразность расположения петель. Видите, вот эту рыжую, которую я провязываю, я провязала за заднюю стенку. Эту вяжу за переднюю стенку. То есть мы должны смотреть, как у нас расположена косичка.
чтобы полотно лицевой глади ложилось ровно, не было скрещенных петель. Вот еще раз покажу вам на примере. Смотрите, видите, мы вяжем сверху над под, так, вот черную нить мы вяжем в две стороны. Вот еще раз покажу вам. Смотрите, мы берем черную нить, так, здесь подхватываем ее и вяжем под рыжей. Теперь точно так же будем вязать над рыжей. Вот, над рыжей. И расположение наших косичек смотрит в разные стороны. Потому, когда будем вязать второй ряд, обращайте внимание, как лежит косичка. Видите? Вот, посмотрите. Вот эту косичку я вяжу за переднюю стенку. А здесь косичка, видите, вяжу за заднюю стенку. Так, чтобы она не была скрещенная. Вот сделала вам еще раз с протяжкой. То есть вы выбираете себе, какой метод вы хотите. Или вы вяжете с протяжкой, или без. Я вам советую сделать маленький лоскуток жаккарда, а потом уже вязать изделие, чтобы вам немножко рука набилась, и вы для себя как бы выбрали нужный вам метод. Следующий пример, с которым вы можете столкнуться, это в одном ряду 3 цвета. Вот смотрите, в 40-м ряду у нас черный цвет, белый и рыжий. И сейчас вкратце хочу вам показать, как мы делаем, если у нас, например, в работе нужно использовать сразу в одно время 3 цвета. Таких рядов у нас было, если не ошибаюсь, 2 или 3, но все же они были. Не переживайте, это только кажется страшным. На самом деле это очень легко и очень приятно, когда ты уже видишь рисунок. Вот смотрите, на пальчик вы раскладываете, простите, так ниточки, как бы вы вязали в 3 нити. Вот, обычно на указательный палец ложите 3 нити, но между ними даете большой палец и безымянный, а мизинчиком придерживаете, натягиваете как бы все ниточки. Для чего мы между нитей даем пальцы? Чтобы вам удобно было спицей входить по между цветами. И делаем следующим образом. Смотрите. Цвета раскладываем точно так же, как я вам советовала. Первый цвет – это тот, который чаще всего используется. Ну и второй и третий уже располагаете соответственно. Так, у нас чаще всего используется черный цвет. Вот мы вяжем ниточку черной с-под низу. Теперь у нас белый цвет, мы его вяжем. Дальше у нас черный. Вяжем черный вот с-под низу. Следующую петельку черный сверху, то есть обволакиваем следующие наши цвета. Вот. И поправляете, чтобы никакой цвет нигде там не торчал. Видите, у нас нету протяжки, и 3 цвета спокойно себе вяжем. И дальше рыжий. И так вяжем по рисунку. Надеюсь, что-то вы из моих советов для себя возьмете и попробуйте. Опять же таки повторюсь, попробуйте вязать на лоскуточке. Когда у вас набьется рука, вы поймете технику, тогда можете начинать вязать большое изделие. Поверьте мне, поверьте в свои силы, у вас все получится, потому что это только выглядит так, ой, как много работы, как много ниток, я запутаюсь. Не запутаетесь, наоборот, вам так понравится, что будете потом вязать и благодарить. Итак, быстро подытожим. Предлагаю мной технику вывязывания жаккарда. Раскладываем нити так, как бы вязали в 3 нити. Помежду цветами укладываем наши пальчики, мизинцем натягиваем нить. Первой нитью должна быть та нить, которая чаще всего вяжется. И затем последующие нити. И последнее правило – это обращайте внимание, как расположена косичка в предыдущем ряду. То есть она может быть расположена или передней стенкой, или задней. Все зависит от того, как мы вывязывали. Видите, потому что когда мы вывязываем под ниточкой и над ниточкой, у нас косички смотрят в разные стороны. И когда вяжем следующий ряд, чтобы не провязать косичку скрещенной, обращайте внимание, как она к вам расположена. То есть иногда вы вяжете вот так вот за переднюю, а иногда, вот как я черную, за заднюю стенку. Это тоже очень важно.
Ну и все, мои хорошие. Значит так, резинка у нас готова, она двойная, видите, вот хорошо держится. Я еще провязала кетлевку, чтобы как бы хорошо зафиксировать резиночку. Резинка и кетлевка у меня 5 сантиметров. Дальше мы провязали целую кокетку, целый наш жаккардовый узор. Вот кому необходимо, я сейчас дам вам еще раз вот эту вот мою схемку. Повторю, что я вязала сверху вниз, справа налево. Вот так вот желтые петельки, это нет петли. Вот сейчас на изделии выделим, вот смотрите, вот так вот выглядит. Вот. Так выглядит наш узор, смотрите, видите. То есть все у нас получилось, все и у вас получится. Только обязательно помните, не стягивайте. Когда вяжете жаккард, растягивайте полотно. И когда вот здесь вот на ступенечках вот делаете накид, то есть петельку поднимаете из протяжки, провязывайте ее скрещенной. Это обязательно, иначе будет дырочка и будет некрасиво. Чтобы не было дырочки, чтобы не видно было на полотне. Вот видите, у меня абсолютно не видно, где я вот здесь вот делала, поднимала петли. Обязательно поднимайте петли. Посмотрите еще раз, перекрутите видео, посмотрите, как я это делаю. Поднимайте их и провязывайте скрещенным. Это очень важное правило. Ну и измерение 5 сантиметров резинка с кетлевкой. И сейчас померяем, сколько сантиметров у нас вышла целая наша кокетка с жаккардовым узором. Повторюсь, что я делала на размер XL, подойдет на 2XL. Вот вышло у меня 24 сантиметра без резинки. А полностью с резинкой и с кетлевкой добавьте еще 5 сантиметров, то есть 29 сантиметров. После того, как я вывязала кокетку, у меня на спицах оказалось 400 петель. Так, красный, вот эта вот красная палочка на кружочке, это начало и конец ряда, чтобы вам было понятно. Смотрите, что мы делаем в идеале. Если вы вяжете размер S, M, тогда вы делаете вот такие вот расчеты, то есть вы ваше количество петель, у меня там 400, делим на 3, первая часть перед, вторая спинка, третья рукава. Рукава делим на половину. И одна половинка правый рукав, вторая половинка левый рукав. Это если ваша модель стандартной формы. У меня же моя модель мужчина, у которого немножко есть сутулость, у которого большие плечи и рукава. Потому я делала так. Спереди и со спинки по 8 петель. Я перебросила на правый рукав, потому что руки накачанные и сами плечи очень большие. Так, и потому у меня рукава вышли по 75 петель. Перед и спинка 124 перед и спинка 126. Я одну петлю перебросила для кратности вязания. Плюс спина у моего мужа, видите, очень широкая, потому я больше дала на спину. Но теперь нам с вами нужно будет сделать росток. То есть что такое росток? Это разница между задним краем как бы нашей горловины и передним краем. Так? Если вы вяжете на размер SM, тогда делаете так. Окружность шеи поделить на 6 минус 1. В моей ситуации окружность шеи 55, поделила на 6 минус 1, вышло 8 сантиметров. В одном сантиметре 2,4 ряда, 8 умножаем на 2,4, 19,5 рядов. То есть возьмем даже 20, поделим на половину, то есть 10 раз туда и обратно. Я перечеркиваю это. Я сделала по формуле, одела на своего мужа очень много и некрасиво. Потому я сделала стандартно 5 сантиметров. То есть 5 умножила на 2,5. У меня вышло 12. И 12 на половину, то есть 6 раз туда и обратно я сделаю росток. Теперь смотрите, чем отличается росток азиатский от азиатского анатомического. Вот вам пример азиатского ростка. То есть мы спинку поворотными рядами провязываем на нужную нам длину. То есть я бы 12 раз провязала 12 рядов, то есть 6 раз туда и обратно провязала по спинке. Но я сделаю не по спинке, а сделаю азиатский, но анатомический. То есть не по спинке буду делать поворотные ряда, а буду включать петли рукавов.
потому что у моего мужа, видите, очень большие плечи и большие руки. Чтобы было анатомически красиво, я по 5 петель маркером зазначила на рукаве и буду делать вот эти вот мои 12 рядов, то есть 6 раз туда и 6 раз обратно. Я буду поворотные ряды делать не только по спинке, а и буду по 5 петель захватывать петли рукавов. На примере я вам все покажу, и вам все будет понятно. Пока что для мастериц со стажем покажу только схематически, а для новеньких девочек останьтесь дальше, не перематывайте, покажу и практическую часть. Вот смотрите, вот на данный момент у нас связан росток, связана круглая кокетка, и нам нужно вывязать росток. Если бы мы вязали обычный росток азиатский, тогда бы мы взяли вот эти вот наши 126 петель спины и провязали 12 раз как бы туда и обратно поворотными рядами. Так? Поскольку я хочу сделать анатомическую форму, затронуть и петли рукава, мы делаем так. Вяжем дальше до нашего маркера рукавов. Здесь вот вяжем 5 петель. Так, то есть маркера я расставляла каждые 5 петелек здесь и каждые 5 петелек вот здесь вот, правый и левый рукав. И мы вяжем, затрагиваем 5 петель рукава без никаких прибавок, убавок, разворачиваемся, вяжем вот до 5 петель как бы правого рукава, снова разворачиваемся, провязываем те 5 петель и следующие 5, так. Снова разворачиваемся на изнаночную сторону, я как бы двумя цветами вам это показываю, вяжем до следующего маркера, при этом маркера снимаем. Знаете, я вяжу уже больше 20 лет, но всегда пользуюсь маркерами, чтобы мне нигде не запутаться. Вам тоже советую повесить маркера и себе вязать от маркера до маркера поворотными рядами, делайте себе вот такой вот росток. То есть увеличиваете плечи, увеличиваете петли спины, и таким образом у вас изделие, свитер не будет тянуть как бы назад, а будет анатомически правильно расположен и красиво будет сидеть на вас. Тем более, что если вы вяжете на мужчину, как в моем случае, у него есть маленькая такая сутулость, и этот росток есть просто необходимый для правильной посадки вашего плечевого изделия. И вот вы довязали до последнего маркера. Что вы делаете дальше? Дальше вы снова вяжете петли, возвращаетесь на лицевую сторону и вяжете по лицевой стороне снова по кругу все петли туловища. И вот смотрите, красным маркером я отграничила перед спинку и рукава. И вот эти сиреневые маркера после каждой 5 петли поставила 6 маркеров на правой руке и на левой руке ближе спинки. Оранжевый маркер — это начало и конец ряда, граница. И теперь смотрите, мы вот вяжем как бы дальше по кругу, вяжем до маркера вот этого вот левой руки, провязываем от маркера 5 петель, снимаем этот маркер, разворачиваемся по изнаночной стороне, вяжем, вяжем, вяжем до следующей границы правой руки, плюс 5 петелек этой правой руки и снимаем вот этот первый маркер. Снова разворачиваемся по лицевой стороне, вяжем, вот 5 у нас провязаны, и вяжем до следующего маркера 5 петель, снимаем маркер, так. Снова разворачиваемся по изнаночной стороне, вяжем вот до границы маркера, 5 петель провязаны, и до следующего маркера. И так вяжем туда и обратно до момента, пока не уберем все наши маркера. Итак, смотрите, вот я провязала до границы левого рукава, плюс 5 петель, маркер первый снимаю, разворачиваю наше вязание. И смотрите, как мы делаем. Здесь тоже хочу показать, чтобы не было перехода видного. Вот наша петелька, видите? Мы ее сейчас разворачиваем и делаем вот так вот, переворачиваем как бы, и из одной петли мы визуально видим как 2, видите, вот так вот. Натягиваете эту одну петлю и дальше вяжем
все петли изнаночные. Вот, видите, вот такая вот у нас как бы получается картина. И вяжем все петли изнаночные до границы маркера правого рукава плюс 5 петель маркера. Вот у нас маркер, 5 петель рукава по изнаночной стороне. Этот маркер тоже убираем, то есть соединяем маркера между собой, так? И поворачиваем снова на лицевую сторону. И здесь тоже хочу показать. Вот смотрите, вот эту вот нитку мы перебрасываем наперед и как бы набрасываем на спицу. Это делаем для того, чтобы был красивый переход. И вот эту нашу первую петельку лицевую в поворотном ряду вместе с наброшенной петлей просто снимаем, не провязывая. И дальше вяжем лицевыми петлями все петли вот до петли спины. Вяжем 5 петель до маркера и снова разворачиваем. Так, вот смотрите, покажу вам. Мы провязали до маркера, провязали 5 петель. И здесь мы разворачивались. И вот смотрите, место разворота мы тоже, вот как бы вот эти двойные, помните, двойные наши петельки, мы за переднюю стенку, их 2 провязываем лицевой. И дальше вяжем снова 5 петель до следующего, второго маркера. Вот второй маркер. Его уже снимаем. И разворачиваем наше вязание. И делаем все точно так же, как я вам и показывала. Разворачиваем вязание. Еще раз, может, вам здесь покажу. Вот, смотрите, как мы снимаем вот эту вот именно петельку. Вот, мы ее снимаем, не провязывая. Так, и вот как бы вот так вот затягиваем. Здесь затягивайте поуже, посильнее, чтобы не было границы. И вяжем, вот, видите, и у нас как бы образовывается двойная петелька, которую на лицевой стороне мы 2 вместе провяжем лицевой за переднюю стенку. И дальше снова вяжем все петли изнаночные до следующего маркера. Вот смотрите, место разворота у нас по изнаночной стороне вот тоже выглядит вот так вот. Видите, здесь мы разворачивались, когда я вас просила набросить ниточку в лицевой стороне. И в изнаночной стороне мы тоже вот эти вот двойные петельки вяжем одной петлей изнаночной. Вот, захватываем эти 2 петли и провязываем лицевую. Вот. И вообще не видно будет места разворотов. Ну и дальше вяжем 5 петель следующих до следующего маркера. Снова разворачиваемся на лицевую сторону. Перебрасываем нить, как бы делая двойной. Так, первую петельку снимаем, не провязывая. Следующую вяжем лицевыми. И так вяжем до момента, пока не соединим все наши маркера. Ну и вот смотрите, мы соединили между собой все наши маркера на рукаве. Вот, если бы не было вот этого вот ростка, то у нас бы горловина была ровная и перед и спинка тоже ровная. Поскольку мы вывязали росток, росток это есть вот эта вот разница. Видите, то есть спинка у нас будет на 5 сантиметров, у меня даже немножечко больше получилось выше. И анатомический азиатский росток это и есть, видите, кусочек, такой треугольничек у нас вывязался на рукавах. То есть посадка, если человек сутулый или такой вот как бы спортивного телосложения, тогда вам советую сделать именно анатомический вот этот вот азиатский росток. Если вы делаете размер SM, то делайте обычный росток, только спинку. Так вот, посмотрим, сколько у нас, грубо говоря, вышло сантиметров наш росток. Вот, видите? Росток у нас вышел 6 сантиметров. Вот, то есть, как я и говорила, чуть даже больше. У меня вышло здесь 12 рядов. Так, 6 раз повернула туда и 6 раз повернула назад. И вот у меня рукав
Видите, вот он рукав, петли рукава, вот красные маркера, я их как бы отграничила между собой. То есть немножко этот росток, видите, он захватил и рукава. То есть посадка свитера будет красиво лежать. После того, как мы сейчас вывязали с вами вот этот вот азиатский росток, но не классический, а анатомический, так, мы в принципе проделали уже всю основную расчетную работу, и теперь нам нужно петли рукавов будет или же на дополнительную нить, я же себе на леску одену, и занимаемся петлями туловища. Что мы делаем? Теперь на подрезы мы поднимем воздушные петли и начнем вязать по кругу туловища, а потом отдельно рукава. Итак, следующий раздел в моем видео это туловище. И вот смотрите, вот что у нас получилось. Мы на подрезы наберем с вами по 8 петель, поскольку у меня, повторюсь, размер XL, 2XL. Если вы делаете размер SM, тогда вам хватит, не знаю, до 5 петель, 6 петель на подрезы. Я же набираю 8 петель, у меня 126 петель это спина, 124 петли это перед, и по 8 петель на подрезы. Вот из того вышло на туловище 266 петель. Одеваю их на спицы и вяжу себе по кругу лицевой гладью. Окружность бедер у меня 117 сантиметров. То есть, когда я провязала на нужную мне длину, значит, в 1 сантиметре у меня 2 петли, я 117 умножаю на 2, и на резинку у меня должно быть 234 петли. То есть 266 минус 234 мне надо убрать 32 петли. И как я их сокращаю? 266 я делю на 32, и выходит где-то 8,3, 8 петель. То есть 7 петель вяжу лицевыми, 8 и 9 сокращаю. И показываю теперь на практике. После жаккарда меняю спицы на номер 4. Петли рукава снимаю на дополнительную леску. Фиксирую заклепками. У кого нету, можно просто на дополнительную нить. И теперь делаю петли на подрез. Кто на меня подписан, вы уже не единожды видели. Поднимаю петли на подмышки. Я вот такой вот способ. На большой палец наматываю петлю. Вот так вот. И провязываю. Мне очень нравится эта методика, потому что очень красиво вывязываются петельки, они не растянутые, нету дырок. Вот в такой вот способ. Опять же таки, я не навязываю, просто делюсь с вами своей методикой, может кому-то понравится. И кто-то возьмет себе на заметку. То есть таким вот способом я набираю на подрез себе 8 петель. После чего соединяю петли переда с петлями спинки. Соединяю вот в такой способ. Самый обычный. Вот петли моей подмышки. И дальше здесь вот затяните, чтобы не было дырочки. И вяжем по кругу петли спинки до следующей подмышки, до следующего рукава. Скажем так, так вот. Следующий рукав точно так же 8 петель собираем на подмышке, и у нас все петли оказываются уже в кругу. Теперь хочу показать второй ряд, как мы вот эти вот поднятые петли подмышек будем провязывать. Вот смотрите, за переднюю стенку, и вот у нас петли наших подмышек. Первые 8 петелек, они будут у нас туго связанные, можете ее вот так вот немножко посвободнее сделать, и за переднюю стенку вот так скрещенной лицевой у нас получится. Видите, эти 8 петелек подмышек провязываем за переднюю стеночку лицевой. Вот, и смотрите, какие ровненькие петельки у нас, эти наши поднятые воздушные получаются. Вот так вот. И точно так же мы сделаем на следующем рукаве. После чего вяжем по кругу на необходимую нам длину. То есть у меня длина от подпахи до резинки вышла где-то 43-44 сантиметра.
В натянутом виде, таком легко натянутом виде, длина даже до 46 сантиметров. Но в свободном виде 43 сантиметра, видите, вот 43 сантиметра. А если натянуть чуть-чуть, то вот так, без натяжки 43 сантиметра, скажем так. Потому что натянуть можно и до 45. И теперь смотрите, что делаем дальше. Теперь мы начинаем сокращать наши петельки на резинку. Но перед этим нам нужно сменить спицы на размер поменьше. В моем случае из номера 4 я меняю спицы на номер 3. И вяжем так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель лицевых. 8 и 9 я вяжу лицевой, за переднюю стенку 2 вместе. Вот так вот сокращаю и так дальше. 7 петель вяжу лицевыми, 8 и 9 2 вместе лицевой. Таким образом я сокращаю себе петли на резинку. И следующий ряд, да, кстати, вот смотрите, я сократила петли, у меня 3, 4, 5. 5 петель, 4 и 5 я тоже сокращу себе. Вот так вот. В итоге у меня вышло 236 петель. И теперь эти наши 236 петель я вяжу резинкой 1 на 1 на необходимую мне длину. Я провязала 7 сантиметров резинки 1 на 1. После чего 4 ряда провязала полурезинкой и закрыла фабричным набором. У меня закрытие фабричного набора есть в отдельном видео. Кого интересует, можете пройти по ссылке и закрыть себе точно так же. Кого не интересует, можете закрыть самым обычным бабушкиным способом. Вот, мои хорошие, демонстрирую вам, что у меня получилось. Туловище готово, горловина готова, кокетка готова. Осталось нам с вами только сделать рукава. Я бы вам советовала резинку в конце именно провязать 4 ряда полурезинкой. Видите, вот такой вот прутик получается. И все-таки закрыть иглой. С помощью иглы, опять же повторюсь, видео у меня есть отдельное, как это все сделать. Почему? Потому что эта резинка не растянутая, и она имеет вот такой вот красивый, зафиксированный, как бы фабричный край. Видите? Очень красиво ложится и не растягивается, она не растяпанная. Немножко нужно повозиться, но тем не менее очень красивый и эффектный вид у как окончания свитера. Да? Ну и теперь беремся за рукава. Следующий этап у нас это рукава. Вот смотрите, у нас 8 петель было набрано на подмышки, мы их тоже поднимем. 75 петель было на дополнительной леске или же у вас на нитке. Так, мы их тоже забираем. И 7 петель я подняла из моего вот этого вот ростка, то есть вот этого промежутка, который будет возвышение там на спине. В итоге на рукав у меня вышло 90 петель. Эти 90 петель я себе провязала на длину, которая у каждого будет своя. У меня же здесь провязано 77 рядов по кругу лицевой гладью. И в 78 ряду, а потом в каждом 4 ряду я сокращала по 2 петли от маркера. То есть 2 петли справа вместе провязала маркер, 2 петли слева провязала. Так, с наклоном влево и вправо все вам покажу. Еще хочу показать один момент, как поднимать петли из петель, вот этих вот петель подмышек. Здесь тоже очень важно, поднимайте так, чтобы у вас не была дырочка. Можно даже поднять несколько петель ниже, чем сделать в подмышке дырку, и будет выглядеть это, ну, скажем так, не очень. Часто спрашиваете в комментариях, что я не говорю, откуда взялась нитка. Так вот, смотрите, на рукава мы привязываем нитку, я ее привязываю, можно не завязывать узелок, а просто как бы вязать сразу, хвостик потом спрятать. Я сразу же ее привязала. И смотрите, за вот эту вот петлю вы не берите, потому что будет дырка. Поднимаете за петельку пониже, вот, видите? Можно поднимать петли крючком, если вы новичок. Так будет удобнее. Я поднимала спицами. Но здесь хочу вам просто показать, чтобы вы видели. Видите, если мы вот здесь вот поднимем петлю, у нас будет дырка. То есть мы поднимаем
под косичкой ниже. Вот здесь вот поднимаем петельку. Вот. Повторюсь, если вы новичок, то поднимайте петли крючком и одевайте их на спицы. Так вам будет быстрее и удобнее. Вот. Ну и берете себе петельку и одеваете ее на спицу. Таким образом, повторюсь, у меня на рукав в итоге вышло 90 петель. Вот мои поднятые петли уже на спице. Как видите, никакой дырочки нету. Вот здесь вот стык я тугенько провяжу и вяжем по кругу лицевыми петлями. Повторюсь, у меня 77 рядов. Вы вяжете так плюс-минус чуть ниже локтя на свой размер. После чего, если вы хотите, чтобы у вас рукав был такой пушистенький, тогда вы не сокращаете, просто до самого конца вяжете, а потом резинка. Поскольку изделие мужское, но мне кажется, не очень красиво будет такой сильно пушистый рукав. Пушистый, то есть объемный, имею в виду, да. Значит, я чуть ниже, померила чуть ниже локтя, начну сокращать. То есть сейчас мы с вами 77 рядов вяжем лицевой гладью и встречаемся дальше. Вот, смотрите, я провязала 77 рядов лицевой гладью, потом поставила маркер посерединке, так вот как бы ближе к паховой линии. Кстати, вот те петли, 8 петель, которые мы поднимали на подмышки. Посмотрите, очень аккуратно, никаких дырочек нету, очень красивый переход. Ну, кто себя не похвалит, как не я. Простите, что себя хвалю, но, если честно, довольна изделием. Очень красиво получилось, ничего не стянуто, потому с удовольствием делюсь с вами своими как бы разработками и своей техникой. Ну и теперь хочу на одном примере показать вам, как я сокращала ряды. Маркера я повесила специально для вас, чтобы мне можно было вам показать и посчитать, сколько сокращений я делала. Я сделала 10 таких сокращений в каждом 4-м ряду. Первое сокращение начала делать в 78 ряду, и потом в каждом 4-м ряду сокращала петли возле маркера с наклоном вправо и влево. Вот смотрите, сокращение с наклоном вправо меняла местами стеночки моих петель и 2 петли вместе провязывала лицевой с наклоном влево. Вот. Следующие 2 петли провязывала 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот первую и вторую с наклоном вправо. За передние стенки 2 петли вместе лицевой. Вот так вот. Вот. Видите? Вот такое вот сокращение. Ну и здесь вешала маркер, чтобы не знать, сколько раз я сократила. То есть я сделала таких сокращений 10 раз в каждом 4-м ряду. Сами сокращения выглядят очень аккуратно. Я потом сниму маркера и вам все покажу. Их практически незаметно, поскольку они с внутренней стороны рукава. То есть не с внутренней, а как сказать, ну да, ближе к туловищу, да, рукава, то их практически и не видно, этих сокращений. А сам рукав набирает форму чуть поуже, чем он есть в начале, поскольку у меня, у мужа телосложение такое, вот как бы он большой, руки тоже большие, и мне нужно было на верхнюю часть руки побольше петель, а на нижнюю ближе к кисти, естественно, поменьше. Вот, смотрите, что у меня получилось. Практически рукав сформирован. Видите, видна вот такая вот ступенечка, где сужается мой рукав. То есть здесь вот промежуток пошире, потом ниже локтя поуже. После 10-го сокращения я еще провязала себе 10 петель просто лицевой гладью. Вот. И теперь начну сокращать. Для этого я сменю спицы на спицы номер 3.
чулочные и уже буду вязать чулочными спицами, но для начала я сделаю сокращение. Я сокращу себе вот в таком вот порядке. 8 петель провяжу лицевыми, 9 и 10 вместе лицевой. В итоге у меня на резинку выйдет 63 петли. Сокращу еще одну петельку, чтобы было кратно, и у меня выйдет 62 петли на резинку 1 на 1. И начну вязать резинкой 1 на 1 16 рядов, после чего снова, так же как и внизу, 4 ряда провяжу полупатентной резинкой и закрою петли иглой, чтобы у меня образовался вот такой вот как бы фабричный край. Тоже повторюсь, видео, как закрыть фабричным способом петли, есть в отдельное видео. Я сброшу ссылочку внизу под видео в описании. Вот, смотрите, думаю, это и так понятно, но все же вам покажу. Вот, провязываю с вами 8 петель, так, лицевыми, и 9 и 10 петельки я провязываю 2 вместе лицевой, то есть сокращаю себе немножко петель. Вот, вот так вот. Потом снова 8 лицевых, 9 и 10 вяжу 2 вместе лицевой, после чего пересниму петли на чулочные спицы и чулочными спицами по кругу вяжу 16 рядов резинки. 1 на 1, и вы можете вязать, например, резинку 2 на 2 или ту резинку, которая вам удобно. Вот, вяжу на 4 спицах и 5-я рабочая. Ну и вот вам форма моего рукава, то есть немножечко зауженная ближе к кисти, и сама резиночка связана спицами потоньше, спицами номер 3, потому вот как бы она более стянутая. Ну и закрыта фабричным набором. Можете, если не хотите заморачиваться, можете закрыть обычным набором, то есть это уже ваш выбор. Ну и, естественно, второй рукав делайте точно так же, как и первый. Вот наше изделие до ВТО. Размеры после ВТО я вам показала в начале видео. Готовое изделие по ВТО. Перед ВТО не буду вам полностью все размеры говорить, просто скажу, что я думала, будет усадка, но, если честно, свитер потянулся на даже пару сантиметров, так что имейте в виду, если кто-то будет вязать с такой же ниточкой, то она немножечко потянется после ВТО. Ну и в моем случае немножко распушилась. И, как видите, благодаря ростку нашему азиатскому анатомическому у нас горловинка вот имеет такую правильную форму. Вот один раппорт узора. Ничего, слава богу, не стянуто. Все вышло очень даже неплохо. Вводно-техническую обработку или же ВТО я делала вручную в такой легкой теплой водичке. Посмотрите, какая вода. Она или грязная, не знаю, или от черных ниток, но очень покрасилась, хотя белый цвет остался белым, слава богу, все хорошо. И смотрите, вот как классно распушилось изделие. И да, кстати, благодаря тому, что нитка натуральная, была такая вот немножко запах такой, знаете, как бы овечий. Но я постирала его в средствах, добавила немножечко порошку, и вот на полотенце его свитерок просушила. То есть все очень хорошо, запах исчез, и ткань красивая, такая вот немножечко, повторюсь, потянулась на 2 сантиметра где-то в длину и где-то там на около сантиметра в ширину. Вот такой вот свитерок у меня получился. Не знаю, надеюсь, девочки, все вам рассказала. Если что-то забыла, то пишите в комментарии. Очень большое вам спасибо за обратную связь, за похвалу, за адекватные замечания. Я очень рада, что у меня такие классные подписчики и зрители, послушных вам петелек, мои хорошенькие. Ну и мы теперь с Мией садимся за монтаж видео шапки. Ну и еще, девчоночки, прошу лайк моего мужу. Я сама удивлена, что он согласился для вас, для моих подписчиков и зрителей показать этот свитер в качестве манекена. Ну и все, пока-пока, до новых встреч!